Всем привет! Сегодня у нас старая вешалка. Она очень долго мозолила мне глаза, и наконец-то руки дошли до нее. Состояние у нее среднее. Где-то облезла краска, где-то царапины. А еще у нее нет одного крючка, доски немного треснули. И кто-то даже прикрутил самодельный уголок, чтобы она окончательно не развалилась. Начнем с разборки. Я по традиции делаю это минимально. Откручиваю лишние саморезы и пытаюсь снять верхнюю часть. Вручную не получилось, молоток мне в помощь. Стало ясно, эту доску нужно будет поменять. Остальные саморезы давались не так легко, и пришлось позвать на помощь мужа. И эту доску мы решили поменять. Итак, начнем с крючка. На картонке простым карандашом обвожу форму и вырезаю ее. А выбив остатки старого, мы узнали нужный нам диаметр. Переношу эти размеры на брусок и вырезаю лобзиком. Проблема была в самой длинной доске. В остатках я нашла доску другой породы с явно выраженным рисунком и переживала, как она будет смотреться в общем плане после покраски. Забегая вперед, скажу, отличия, конечно, есть, но так мне даже больше нравится, интереснее, что ли. После того, как все вырезала, начинаю шлифовать. Шлифую я и новые детали, и старые. На старых таким образом снимаю краску и царапины. Наждачную бумагу использую абразивом 80 и 100. Смешиваю опилки с клеем и заливаю их в отверстие, чтобы приклеить крючок и доски. Где-то смотрела, что так деталь будет зафиксирована надежнее. Не знаю, насколько это работает, но в моем случае все получилось отлично. И крючок и доска приклеились очень хорошо. А вы пользовались таким методом? Так клеили? Поделитесь в комментариях. Теперь покраска. В этот раз у меня два черных цвета. Первый аквалазурь для дерева черного цвета, а вторая черная краска. Название всех материалов, как всегда, будет в описании к видео. Почти все я покрываю аквалазурью. На этом дереве она смотрится не черной и даже не серой. Цвет какой-то темно-коричневый с серым оттенком. Наверное, это потому, что дерево имело желтоватый оттенок. А крючки и боковые части крашу краской. Наношу я их тонкой кисточкой, чтобы было максимально аккуратно.
А теперь вспомним, как вешалка выглядела раньше и сравним. Если вам понравилось это видео, ставьте лайк, пишите комментарии и подписывайтесь на наш канал.